Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать стильный теплый шарф с красивым краем. Да, именно делаю акцент на красивом утолщенном крае и расскажу вам, так скажем, секрет вязания вот этого края. Шарфик у нас с вами получается размером 1,47 м длина и 59 сантиметров ширина изделия. Вот. И, в общем-то, все нюансы вязания мы сегодня с вами разбираем. Вот. Узор очень простой. Сейчас я покажу вам пряжу, которую мы будем использовать для вязания. Расскажу, какие используем спицы и как вязать, собственно. Будем вязать с вами, значит, узор, один раппорт. Я вам покажу, как вяжется. Вы без проблем свяжете эту красоту. Итак, выбор пряжи. Для вязания этого красивого шарфика я предлагаю пряжу Нака Супер Ангора. Турецкая пряжа. И у нас состав 10% мохер, 15% шерсть, 75% акрил. И она очень пушистая, очень мягкая, красивый цвет. Цвет у нас колор 275. Так, 100 грамм, самое главное, 100 грамм, 395 метров. Спицы я использую 4,5, здесь, наверное, ничего не видно, да, для вязания. И вот что у нас получилось. Здесь связано два раппорта в высоту и один раппорт в ширину. Сам шарф будет иметь 3 раппорта подряд. Это у нас образец связан. Я вам подробнейшим образом сегодня расскажу, как оформить край изделия. У нас с вами здесь необычный край будет использоваться, а край утолщенный. Помимо того, что вы видите платочную вязку здесь еще идет двойной такой край. Видите? Он такой толстенький, упругенький, хорошенький, хорошо держит форму край. Я вам расскажу секрет вязания этого края, кто еще не знает. Я часто его, в принципе, применяю для вязания снудов, шарфиков, палантинчиков. Очень красивый такой, можно сказать, секретный край. С этой стороны он тоже такой же, видите, какой необычный, хороший. Так. Ну и давайте, в общем-то, сегодня мы с вами сделаем расчеты, свяжем образец. Вернее, вы можете его не вязать, а сразу как бы начинать вязать по моим расчетам. 3 раппорта в ширину. И оформляйте край, как сегодня я буду вам показывать вязать. Итак, приступаем к работе. Сейчас схему я вам покажу. Схема тоже очень легкая. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Я сейчас вам покажу основные моменты вязания узора, а сразу набрать 3 раппорта нам надо будет набрать для полноценного изделия. Здесь вот сейчас 1 раппорт связан. Я вам показываю, как оформить боковые стороны нашего шарфика, то есть вот эти края. Вот, начинаем мы с вами с 4 рядов платочной вязки. Набираем нужное количество петель. Это зависит от желаемой ширины. Сейчас чуть позже мы сделаем расчет плотности, и уже точно я скажу, сколько петель нужно набрать на изделие. А сейчас у нас образец, да? И вот вы набираете, я набрала 35 петель, кому интересно. Вы можете ничего не набирать, сразу приступать к вязанию изделия, поскольку узор очень простой. Значит, смотрите, нас сейчас будет интересовать
сам раппорт узора и вот эти крайние петли. Как оформить край. Итак, первый ряд. После 4 рядов платочной вязки вы приступаете к вязанию узора. Начинаем с того, что у нас 2 петли, это наши крайние петли. То есть обычно бывает одна крайняя петля, в нашем вязании, в нашем изделии 2 крайние петли будут. Это сделано для того, чтобы вот такой красивый и ровный край был. Видите, он с двойной петлей получается очень красиво и оформлен вот таким образом. Видите, да, такой толстенький, хороший, упругий край. Так, и здесь же идет платочная вязка. 3 петли справа, 3 петли слева по нашему изделию. И 3 раппорта будет в центре идти. Итак, значит, как оформляем? В первом ряду мы вяжем первые вот эти крайние петли кромочные, просто как 2 лицевые. Это в первом ряду. Потом я покажу, как на самом деле будет вязаться. Затем у нас идут с вами 3 петли платочной вязки. Они вяжутся и в четном, и в нечетном ряду, как 3 лицевые. И затем приступаем к вязанию раппорта узора. Для симметрии одна петля у нас будет лицевая всегда. Вот я ее провязала. Для симметрии. И только после этого начинается раппорт узора. 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. По центру лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Затем идут 3 лицевые, изнаночная, снова 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. Ваша задача связать 3 таких раппорта подряд. Петля для симметрии делается только в самом начале вязания. Когда вы чередуете раппорты, не надо эту петлю делать. Кто не понимает, просто часто пишут такие, задают вопросы дополнительные, да? И после того, как вы свяжете 3 раппорта подряд, вяжется 3 лицевые петли, это наша платочная вязка, затем 2 кромочные вяжутся в конце ряда следующим образом. Мы делаем вот такой накид и петлю снимаем, не провязывая. Нить перед работой оказывается. И вторую кромочную мы вяжем просто изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. И четный ряд наш будет следующим образом, кромочный, обращая внимание, выглядеть. Снимаем первую петлю, просто не провязывая, вторую вяжем лицевой. Все, 2 кромочные связали. Платочная вязка 3 лицевые в изнаночном ряду. А далее узор вяжем, как смотрят петли. Я это показывать, конечно же, не... Накиды в изнаночном ряду вяжутся изнаночными петельками. В изнаночном ряду вы свяжете все петли по раппорту, как они смотрят, да? В конце изнаночного ряда у вас идут 5 петель, которые оформляют наш край. И мы вяжем из них первые 3, это платочная вязка, это 3 лицевые, а 2 кромочные вяжутся следующим образом. Вот такой накид, петлю снимаем, не провязывая, нить перебрасываем перед работой. И изнаночная у нас вторая кромочная вяжется. Переворачиваем наше вязание на 3-й ряд. Вяжем
Значит, опять наши 5 крайних петель вяжутся. Первую снимаем, вторая лицевая. Это наши кромочные. Затем 3 лицевые, это наша платочная вязка. И далее идет раппорт узора. Первая петля для симметрии идет. И далее вяжем по раппорту 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Раз, 2, 3. Сделали, да? Дальше у нас идут 5 петель, которые оформляют край. 3 лицевые платочные вязки. Делаем накид, нить перед работой, петлю снимаем, не провязывая, кромочную, вторую вяжем изнаночной. Переворачиваем вязание. 4-й ряд мы вяжем таким же образом, как я вам показывала, 2-й ряд у нас был, да? То есть петли узора вяжем, как они на нас смотрят, накиды вяжем изнаночными, и как оформить края наши, вот эти 5 петель крайних, я тоже уже показывала. Точно так же вы сейчас делаете во всех изнаночных рядах, оформляете. Вяжем самостоятельно. Вяжем 5-й ряд. Итак, у нас с вами идет опять оформление на 5 петлях края. Первую петлю сняли, вторую провязали лицевой. Затем идут 3 лицевые платочные вязки. И затем идет 1 петля лицевая для симметрии. И вот теперь начинается раппорт узора. Первая идет лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Продолжайте вязать еще 2 раппорта таких подряд. То есть вот сейчас мы закончили 5-й ряд раппорта. Затем в конце вяжете 3 лицевые. Это платочная вязка наша, наш край. Нить перед работой, петлю снимаем, не провязывая, кромочная и изнаночная. Переворачиваем. И далее у нас идет 6-й ряд, как все изнаночные ряды вяжем. 7-й ряд. Итак, вяжем. Первую петлю снимаем, край у нас идет, затем идет лицевая петля, 3 лицевые платочные вязки, 1 лицевая для симметрии, и далее вяжется раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, изнаночная, опять 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт узора, повторяем еще 2 раза такой раппорт и затем заканчиваем как 3 лицевые платочной вязкой. Петлю снимаем нить перед работой, петлю снимаем не провязывая, и вяжем кромочную изнаночной. Переворачиваем. 8-й ряд мы вяжем как все изнаночные ряды самостоятельно. 9-й ряд у нас. Вяжем 5 петель, которые образуют край. Первую петлю снимаем, вторая вяжется лицевой. Затем вяжем 3 лицевые платочной вязкой. Затем вяжем 1 петлю для симметрии лицевую и начинаем вязать раппорт узора. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Опять 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Первый раппорт связали. Вы повторяете еще 2 раппорта таких и заканчиваем как 3 лицевые платочной вязкой. Дальше у нас идет петля, снимается нить перед работой и крайнюю кромочную вяжем изнаночной. 10-й ряд будем вязать как все изнаночные ряды, я показываю, вяжутся. 11-й ряд вяжем. Значит, первые 5 петель идут у нас крайние, да? Первая идет лицевая. Вначале первую сняли, вторая лицевая, еще 3 лицевые платочной вязкой вяжутся. Затем идет 1 лицевая для симметрии и вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная. Затем идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт, далее вяжете еще 2 раппорта подряд и заканчиваем как 3 лицевые платочной вязкой. Петлю снимаем нить перед работой, изнаночная. 12 ряд вяжем как все изнаночные ряды. 13 ряд. Смотрите, первые 5 петель это наш край красивый, да? Первую петлю снимаем, вторая идет лицевая, затем 3 лицевые платочной вязкой вяжем. Затем у нас идет 1 лицевая петля для симметрии и начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Связали раппорт.
Далее вы вяжете еще 2 раппорта подряд. И заканчиваем как 3 лицевые платочной вязкой. Затем петлю снимаем, не провязывая нить перед работой, изнаночная. Переворачиваем и 14 ряд вяжем как все изнаночные ряды. Вот такой небольшой кусочек шарфика мы с вами связали. У меня уже здесь в высоту 2 раппорта связано. Вот, вы тоже вяжете, продолжаете таким образом на нужную вам длину. Длину я сейчас, конечно же, вам расскажу, как посчитать. Наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, и все-таки расчет плотности здесь тоже нужно сделать, чтобы точно знать, какая у нас в итоге получится ширина и как нам правильно связать в длину наше изделие. Делаем влажную обработку образца горячим паром. Тянем вверх-вниз, вправо-влево. Очень хорошо все тянется, девочки, очень хорошо. Сейчас вы увидите, какой у нас край красивый получается. Так, отлично. Пусть высохнет все это дело. Итак, девочки, все высохло. Давайте сейчас произведем очень нехитрые расчеты. Простой линеечкой измерим. Я сейчас измерю 1 раппорт. Сколько занимает у меня в итоге 1 раппорт связанный? 1 раппорт у меня занимает в итоге 18 сантиметров. 18 сантиметров. Если мы возьмем с вами 3 раппорта, как я планировала, и умножим на 18 сантиметров, получим с вами 54 сантиметра ширину. 54 сантиметра. И это только одни узоры, да? Дальше у нас с вами идут кромочные. Они довольно-таки тоже широкие, 5 штук их, да? И у нас получается 2,5 сантиметра занимает наши 5 кромочных. Вот я измеряю, да? Ну, 2,5 с одного края, 2,5 с другого. То есть это 5 сантиметров в сумме. Получается 54 плюс 5 сантиметров. Это 59 сантиметров. То есть ширина нашего с вами шарфика будет 59 сантиметров. Если вы хотите не такой широкий шарф, хотя я вам советую, эта вещь будет хорошо смотреться, когда ее много, то есть когда полотно большое, богатое, красивое. Тем более это зимняя вещь, которая будет, обычно ее носят ведь в несколько сложений, да? Вы видите, как на девушке это все вот так собрано складочками. И это тепло, и это хорошо. И это не пропустит ни ветер, ни холод. Поэтому, чем шире ваше полотно, то есть, 59 сантиметров, это самое, что, я считаю, надо. Я знаю, что вот палантины вяжут на 70 сантиметров в ширину, но это же шарф, а не палантин, да, поэтому все правильно. Теперь, как нам в длину с вами определить? Ну, длина обычно бывает 1,50 м любого солидного палантина или шарфика, да, поэтому мы сейчас с вами определим, сколько же раппортов у нас уместится приблизительно 150 сантиметров, да. Значит, мы измеряем 2 раппорта, то есть я платочную вязку не беру, вот эту край, ну, в нем 2 сантиметра всего, то есть край вот этот, который мы начинали, 4 ряда платочной вязкой, занимает 2 сантиметра, учтем, да. Далее, значит, измеряем мы наши с вами 2 раппорта, которые я связала. Ну, у вас там, может быть, вы же ничего не вязали. Смотрим, что я связала. 13 сантиметров. 13 сантиметров. И итак, делаем расчет.
Смотрите, у меня два раппорта связаны по 14 рядов, то есть это 28 рядов. Разделим на 13 сантиметров, которые измерили высоту, да? Получается вот такая плотность 2,15. Так и запишем. 2,15 ряда, да? И смотрите дальше. Если мы хотим, чтобы у нас было 1,50 м, да, длина нашего шарфика, ну, средняя 1,50 м, да, причем вот эти вот у нас еще с вами идут 2 сантиметра с одного края, вы закончите свой шарфик тоже 4 рядами платочной вязки, да, поэтому мы вычитаем 4 сантиметра, это край наш, получается 1,46 м, да, 1,46 м, 1,46 м мы умножим 146 сантиметров на 2,15 плотность. Получим вот такое количество рядов. 314 рядов надо записать. То есть вся наша длина это 314 рядов. А теперь мы должны с вами вычислить, чтобы закончился у нас красиво окончанием раппорта. То есть должно быть целое число. Это пока такой черновой вариант, да? Итак, 314 рядов мы с вами должны разделить на 14 рядов. Это число рядов в раппорте. Получаем число 22 целое. То есть мы с вами должны связать 22 раппорта в высоту, умножить на 14, уточняем. И это будет 308 рядов, девочки. То есть мы с вами вяжем 308 рядов. И это в длину будет, так, 308 разделить на 2,15. Это плотность, это составит 143 сантиметра, девочки. Я пишу 143 сантиметра равно 308 рядов. Плюс 4 ряда платочной вязки мы начинаем вязание, платочная вязка, да, и плюс 4 ряда платочной вязка заканчиваем платочную вязку. Ну, заканчиваем наше полотно, да, и получается в итоге у нас вот такая величина. Общая длина изделия будет, мы с вами знаем, что 4 ряда платочной вязки мы измерили, это 2 сантиметра, то есть 2 и 2 это 4 сантиметра, 147 сантиметров. Длина изделия при нашей плотности, при наших спицах. Спица 4,5. Вот такая длина получится, а ширина у нас с вами 59 сантиметров. Вот такой размер получается наш шарфик. Все можно корректировать, конечно, следуйте такой же логике. Вы можете какой-то коротенький шарфик связать, возможно, кто-то длинный не любит, да? Посчитайте, сколько у вас целых раппортов получится, так же, как я. 14 рядов у нас раппорт, да? Несложно это сделать. Вот и все, мои хорошие. Я надеюсь, что мой мастер-класс был вам доступен и полезен. До новых встреч!